Некоторое время назад в интернете появилось слитое фото с якобы официальным расписанием презентации Capcom на TGS 2021, которая будет проведена 30 сентября. Самое интересное в этом расписании, конечно же, анонсы по серии Resident Evil, которые, судя по всему, обещают быть классными. Итак, давайте начнем сначала. С момента релиза Resident Evil 3 Remake между Capcom и фанатами появилось, как бы это сказать, недопонимание. Дело в том, что сразу после релиза довольно удачного, но далеко не идеального ремейка Resident Evil 2, комьюнити ожидало такого же подхода к ремейку тройки, думая, что он будет более крупнее и насыщеннее. Конечно же, фанаты начали задавать вопросы о возможном ремейке тройки, на что Capcom отвечали: судьба Resident Evil 3 Remake целиком и полностью зависит от успеха ремейка Resident Evil 2, что вполне логично можно было бы трактовать как то, что Capcom еще не начали работу над игрой и ждут финансового отчета Resident Evil 2 Remake. Фанатов порадовал такой ответ, и все сразу же начали спекулировать на тему, каким будет Resident Evil 3 Remake, и всем уже тогда было понятно, что ремейк двойки это чуть ли не самый удачный проект Capcom за последние годы, который принесет очень много прибыли. И вот, казалось бы, все у серии хорошо, и Capcom нащупали ту самую золотую середину, которая объединяет любителей экшена, то есть тех людей, полюбивших серию за четверку, пятерку или шестую части, и олдфагов, уже закаленных временем фанатов серии, которые прошли сквозь все невзгоды и все ждущие возвращения ее к играм образца конца 90-х, начала нулевых. Но, как мы знаем, не тут-то было, и сейчас мы будем разбираться. Сама суть и концепция, которую несет за собой понятие ремейк, она уникальна. Сейчас я попробую ее объяснить, но надеюсь вы поймете. Когда вы делаете ремейк чего-либо, вы всегда преследуете цель убить двух зайцев сразу. Первый заяц, вы стараетесь привлечь новую аудиторию к своему старому продукту посредством создания абсолютно нового с точки зрения разработки проекта. При этом вдохновляясь первоисточником и внедрением в игру новых технологий, тем самым делая ее современным продуктом. Второй заяц, вы стараетесь привлечь внимание фанатов серии, которые уже знакомы с первоисточником, и делаете это путем создания чувства ностальгии, за которое многие олдфаги готовы отдать свои деньги. По итогу можно сказать, что ремейк это всегда большая перспектива для любого разработчика, будь то Capcom, EA, Ubisoft, вообще не важно. Ремейк всегда работает по следующей формуле. Если у вас есть своя сформированная и проверенная временем фан-база, любой созданный вами ремейк как минимум будет окупаться. Он будет работать за счет этой самой вашей базы фанатов. А теперь добавьте сюда немного магии в виде затрат на рекламную кампанию и вуаля. Ваша игра уже вышла вам в плюс и вы прекрасны. В ситуации с Resident Evil 3 Remake все получилось немного иначе. Как я уже говорил, фанаты думали, что Capcom и вправду ждет отчета по Resident Evil 2 Remake, и только после этого, через некоторое время, начнет работа над тройкой. В действительности же все было иначе. Capcom уже вовсю вели разработку Resident Evil 3, а в какой-то момент времени у компании и вовсе велась работа сразу над 7 проектами. Среди них были Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Resistance, Resident Evil 3, Resident Evil Village, Reverse и Resident Evil 4. То есть вы понимаете, да? Вот настолько у Capcom все было сжато в какой-то момент времени. Конечно, тут речь идет не о каком-то большом отрезке времени, но все равно. Вот допустим освободилась команда, работавшая над Resident Evil 7 и ее DLC. Она сразу же переводится, скажем, к команде, работающей над Resident Evil 2 Remake. И ведь это не просто пальцем щелкнуть, и вот две команды уже работают вместе, как ни в чем не бывало, нет. Им ведь нужно сначала влиться в разработку, понять вообще, что происходит в процессе разработки ремейка, определить, кто над чем конкретно будет работать, и потом уже полностью начинать. Понятное дело, что там люди были попросту заняты 24/7, и не было ни одной команды, оставшейся без дела. Именно поэтому сторонних больших релизов, кроме как Monster Hunter, у Capcom за это время не было. Если вот посмотрите, увидите, там с 2017 года по 2021, ну там вообще ничего не выходило. Все внутренние кампании были заняты Резидентом. И вот именно поэтому ремейк Resident Evil 3 и вышел таким, каким вышел. Capcom прекрасно знали, каким плотным будет их график работы в какой-то момент времени, так как сами когда-то пообещали выпускать каждый год по одному крупному проекту в серии Resident Evil. В итоге они загнали себя в такие рамки, что заставляли самих себя пожертвовать чем-то одним ради качества чего-то другого.
именно преднамеренно они сделали так, чтобы Resident Evil 3 ремейк получился маленьким по объему работы проектом, чтобы успеть в сроки, которые были выставлены уже давно. Вы ведь помните, что Capcom говорили о их изначальном плане выпустить Resident Evil 2 и Resident Evil 3 ремейки в один день, назвав все это дело чем-то по типу Raccoon City Edition, по-моему, я не помню точно. Так вот, это еще раз доказывает все вышесказанное. Ремейк Resident Evil 3 изначально не входил в планы Capcom как проект высшего приоритета. И сейчас вы, наверное, спросите, к чему же я все это говорил? А говорил я это вот зачем. На слитом фото с расписанием Capcom можно увидеть, что разработчики планируют в честь 25-летия серии показать что-то настолько важное, что этому приписан ярлык «мировая премьера». Я думаю, и Козе понятно, что всякий второстепенный продукт по типу VR-версии Resident Evil 4 здесь в принципе не рассматривается. Уделят этому тизеру и трейлеру около 3 минут и закончат им блок по серии Resident Evil. Итак, давайте пофантазируем, что же это может быть. У меня есть 3 возможных варианта того, что нам могут показать, и начнем мы, пожалуй, с самого маловероятного и близкого к тому, о чем я вел с вами разъяснительную беседу пару минут назад, а именно с возможного анонса Resident Evil 3 Director's Cut. На Reddit появилось описание этой версии, которая якобы будет называться Nemesis Edition. В нее будут входить такие локации, как Raccoon Park, в котором, как вы помните, Джилл узнает о существовании смотрителей, в рядах которых был Николай, что в ремейке было просто убрано, и башни Святого Михаила, которая в принципе считалась самым колоритным местом в оригинале, в том числе и из-за второй мутации Немезиса, позволявшей ему высвободить свои тентакли, и вообще эта его форма до сих пор считается лучшей, но видимо не по версии Capcom. Они полностью удалили эту форму Немезиса, сразу превратив его в гигантского пса-некроморфа. Также говорят, что старые области будут доделаны и станут еще больше. Вот вы чувствуете, да, как начало пахнуть обманом? Следующим в списке идет добавление новых типов врагов. Давайте подумаем, о чем тут можно вести речь. В ремейке мы не видели воронов, пауков, маленьких червей, брейнсакеров и гигантского могильного червя. Кого из них могут добавить? Я верю только в брейнсакеров и пауков, но и то с огромной натяжкой. Дальше нам обещают новое оружие, а также переделанный режим Resistance. Вот тут фейком начало пахнуть еще больше, просто потому что у Capcom сейчас проблемы с другой сетевой игрой, и как бы работать над Resistance в принципе как-то странно, потому что это изначально был какой-то мертворожденный проект. Мертворожденный, как правильно? Идем дальше. История будет обновлена с отсылками на Resident Evil 4 ремейк. И, внимание, Resident Evil Village. Понимаете? Ну, то есть все, верх фальша уже взят. Ладно, еще там отсылки на 4, но как они могут реализовать отсылки на события Resident Evil 8? Максимум, который я могу сообразить, это очередное приплетание Спенсера и его записок, хотя в оригинальных 2 и 3 этого даже и в помине не было. Если я не прав, меня поправьте. Он, конечно, может опять, как и в Village, писать о том, что вот, дескать, видел такой паразит, но не стал над ним работать, ибо вирус лучше и все дела, но как бы где и когда это должна увидеть Джилл – загадка. Пока выглядит как отсылка ради отсылки. Дальше тут написано, что Немезис будет переделан. Он будет использовать огнемет и базуку, гоняясь за Джилл, а также при этом научится заходить во все сейв-румы. Ага, поверил. Ну и бредятина. Следующим новшеством будет добавление трассировки лучей и новой графики. Это, наверное, единственное, во что я готов поверить. У игры нет прямой поддержки консолей нового поколения, соответственно, это точно то, что должно рано или поздно произойти, но вряд ли совсем тем, что я перечислил выше. Вся эта информация подытоживается тем, что из компании ушел продюсер Питер Фабиано, мнение о котором среди фанатов уже давно разделилось. Кто-то считает его спасителем серии, вернувшим ее назад к истокам, а кто-то, что он никаким образом ее возвращать не хотел, там просто создал что-то похожее на хоррор, и это что-то получилось хорошей игрой. Некоторые его интервью вызывали ощущение, будто этот человек не заинтересован в прошлых частях. Он, в принципе, говорил о том, что никто даже не помнит о старых играх. Теперь он ушел, но, знаете, как бы там ни было, я все равно не верю в эту версию ремейка, в эту версию Director's Cut. Для Capcom это было бы слишком оживить мертвый продукт. Но если вдруг все это станет правдой, я, как и любой другой фанат, просто буду на 7-м небе от счастья, честно. Теперь идем дальше. Следующим претендентом на анонс 30 сентября является ремейк Resident Evil 4.
как же много слухов о ремейке этой части в последнее время. Зимой говорили о том, что разработку перезапустили и отдали из рук M2, сделавший Resident Evil 3 ремейк, в руки Division 1, основной команде разработчиков Capcom. Были и слухи о том, что игру анонсируют летом следующего года, прямо на E3 2022. И вроде бы все сходилось с планами Capcom, всплывшими в сети из-за хакера, изъявшего кучу инфы и требовавшего огромную сумму, но не получившего положительного ответа. Там, если вы помните, числились такие игры, как Resident Evil Outrage, которые путали с Outbreak, Resident Evil Hank, Resident Evil 9 и, конечно же, Resident Evil 4 ремейк, который должен был выйти в 2023. Были еще какие-то игры, но я сейчас не помню точно. Вполне возможно, что с уходом Фабиана планы у компании поменялись, и теперь ремейк выйдет раньше. Нельзя такое отрицать. Прямая отсылка на Resident Evil 4 в одном из последних рекламных роликов PlayStation так вообще почти что прямо говорит нам о том, что Resident Evil 4 не так далеко, как мы можем думать. Вот давайте отбросим все эти слухи в сторону и подумаем, а нужен ли Resident Evil 4 ремейк? И чего нам стоит ждать или не стоит ждать в новой игре. Если мы смотрим на перспективу существования Resident Evil 4 ремейк через призму Resident Evil 3 ремейк, то очевидно, что нет. Повторение этой трагедии нам не нужно, и лучше Capcom потратить силы на что-то другое. Resident Evil 4 и так не самая большая игра, чтобы ее как-то обрезать. В ней, я напомню, всего 3 больших локации, и вырезать из них что-то было бы, странно. Но если над ремейком действительно работает Division 1, а это, я напомню, команда, сделавшая Resident Evil 2 ремейк, который в общем и целом не сильно отличается от оригинала. Если не брать в расчет расхождения с каноном по типу времени заражения Марвина и существования прохода в полицейском участке, о котором он не знает, хотя по лору серии он пару дней назад отправлял Риту через этот самый проход за подмогой в Resident Evil Outbreak File 2. Были еще маленькие несостыковочки, но их с натяжкой можно было простить, просто потому что геймплейно и в целом игра получилась хорошей. Так вот, Resident Evil 4 ремейк имеет ту же самую команду разработчиков и, по слухам, чуть ли не все ресурсы, которые им только можно было вложить, как минимум не будет хуже ремейка тройки, 100%. Следующее, о чем нужно поговорить, это то, насколько вообще Resident Evil 4 нуждается в ремейке, в техническом плане. Я напомню, что сам Resident Evil 4 с 2005 года живет своей счастливой жизнью, портируясь с одной консоли на другую и, в общем, получая всякие незначительные улучшения. В 2014 году на ПК ее наконец-то выпустили в том виде, в котором она должна была появиться еще в 2005 году с портом Ubisoft. Но тут уж так повелось, что у Ubisoft всегда какие-то проблемы с портами, поэтому их творение можно забыть как страшный сон. Сейчас игра выглядит добротно на всех консолях. Везде есть HD текстуры, Full HD+ разрешение и 60 FPS мод, кроме как на PlayStation 5 и новой коробке. Я имею в виду не напрямую. Оно, конечно, есть, но через обратную совместимость. И вот тут уже есть некоторые мысли по поводу этого. Что если Capcom решили больше не выпускать улучшенные версии Resident Evil 4 для новых консолей, и просто вместо этого сделать ремейк, который в будущем заберет эстафету оригинала и будет портирован еще много-много раз? Понимаете, какая многоходовочка может получиться? Они прекрасно понимают, что люди обожают Resident Evil 4, и она будет продолжать приносить деньги. Но так как для старой игры придумать еще какие-то улучшения уже сложновато, легче сделать такую же игру, но с нуля, сделав ее еще более значимой. Вообще Resident Evil 4 это, если хотите, GTA 5 для Capcom. Вот серьезно. Именно поэтому была привлечена основная команда разработчиков. Именно поэтому все ресурсы компании будут направлены на этот проект. Я бы даже сказал, что Resident Evil 9 и другие проекты теперь ушли далеко на второй план. Их интересует только ремейк 4. Что же в нем может быть? Я думаю, что в отличие от ремейка тройки, большинство фанатов было бы радо увидеть не полную реплику, а именно измененную версию игры. И да, вот такая двоякость получается. В случаях с ремейками классики мы хотим, чтобы все было как оно есть, а с ремейком 4 нет. Я объясню почему. Resident Evil 4 это прекрасная игра, но когда мы рассматриваем ее в рамках серии Resident Evil, это далеко не так. Именно эта игра начинает создавать лорные сюжетные дыры по типу где был Леон на момент событий Resident Evil Code Veronica, если он теперь служит у президента под носом. В то время как в выведенном из канона, опять же из Resident Evil 4 Gaiden,
он бродит по зараженному кораблю среди моря вместе с Барри Бёртоном. И это только маленькая часть из всех тех дыр, что создала эта часть. Главная причина ее популярности – эта игра имеет такой уровень реиграбельности, который можно сравнить только с оригинальной Resident Evil 3. И вот встает вопрос, будет ли Capcom что-то стараться менять, если у них и так получилась отличная игра, за которую до сих пор отдают деньги. Лично от себя я могу пожелать увидеть в ремейке немного измененную версию истории Леона, возвращение в канон Гайдена, посредством объяснения всех сюжетных изъянов. Я бы хотел увидеть Спенсера здесь, возможно какие-то связи с паразитом Каду и наработки Resident Evil 3.5. Не будем забывать, что если бы не Миками, то мы бы увидели совсем другой Resident Evil 4, и быть может это было бы лучшим исходом событий, нежели мы имеем сейчас. Представьте себе ремейк, где Леону постоянно приходилось бы возвращаться в центр деревни, чтобы искать новые предметы, сокровища внутри домов жителей. Ремейк, где ты не просто идешь по коридору вперед. Представьте себе замок Салазара, который выступает в роли особняка из классики, где ты проводишь большую часть игры в поисках ключей и проходов в новые места. Представьте новый сюжет, в котором бы рассказывалась история заражения деревни паразитом. Пофантазируем еще немного и представим Вердуга, преследующего нас на протяжении всего времяпрепровождения в замке, как Немезис или Мистер Икс. Если бы я увидел такой ремейк, я бы сказал, что мне больше не нужны никакие новые части, я буду все время проводить в четверке. Единственное, на что я точно ставлю пари, так это на то, что в ремейке 100% будет наш старый добрый торговец, который со 100% уверенностью даст нам отсылку на Дюка из Resident Evil 8. Ну, допустим, какой-нибудь фразой или предметом. Вот увидите. В комментариях я хотел бы увидеть ваше мнение о будущем ремейке Resident Evil 4 и узнать, как вы видите его. В любом случае, Resident Evil 4 ремейк существует, и он точно выйдет в скором будущем, вне зависимости от того, анонсируют его уже в конце этого месяца или нет. Следующей темой для разговора является, наверное, самое вероятное событие, возможный анонс Resident Evil Outrage, которая на самом деле Revelations 3, да и вообще у Capcom, что не игра, то суперкодовое название. Так вот, слухи о третьих откровениях ходят уже давно. Сейчас я полностью озвучу вам описание плейтеста из отчета Biohazard Cast. Это, если что, сайт, посвященный хоррор-играм, созданный вдохновленными первой частью Resident Evil фанатами, поэтому в основном сайт насыщен контентом именно по Резиденту. Также нужно отметить, что сам отчет появился на сайте в середине июня этого года. Итак, в этом самом отчете были собраны новые возможные подробности об игре, якобы полученные в результате недавнего плейтеста. Публикация подтвердила некоторые старые слухи, например, что Outrage будет от третьего лица, а главной героиней выступит Ребекка Чемберс. Действия плейтеста проходили в колледже, где Ребекка изучала еще один новый вирус. В выступлении игрок мог свободно перемещаться по просторной территории кампуса и взаимодействовать с испуганными студентами. Изучив внутренний двор, игрок в конечном итоге оказывается в библиотеке, где находит записку о том, что директор колледжа находится в контакте с некой компанией касаемо исследования вируса. Затем на Ребекку неожиданно нападает зараженный студент с ножницами в руках, и у игрока есть выбор – либо дать отпор, либо бежать. В результате сражения героиня получает ключ от шкафчика, содержимое которого неизвестно. Оттуда Ребекка продолжает углубляться в основную часть колледжа, где можно исследовать другие помещения, такие как лаборатории, классы, ванные комнаты и кафетерии. По всей территории при этом слоняются зараженные учителя и ученики, похожие по поведению на Маджини из Resident Evil 5. В результате исследования Ребекка в конце концов находит ключ от офиса. Когда она входит туда, к ней сзади подкрадывается мужчина и каким-то образом отправляет в отключку. На этом плейтест завершается. Сообщается, что тестирование проходило на Nintendo Switch, игра использует Re-Engine, а релиз планировался, внимание, на конец осени этого года, но мог быть отложен из-за COVID-19. Не знаю как вам, но мне эта информация кажется максимально правдивой, учитывая, что Revelations 2 получилась очень неплохой игрой. Вышла она 6 лет назад, в 2015 году, и пора бы уже увидеть нам продолжение. Как вы понимаете, ставлю я на показ именно Revelations 3, но точно не буду расстроен, если Capcom покажет директорскую версию Resident Evil 3, например, или ремейк Resident Evil 4.
А что думаете вы? Какую игру нам анонсируют на TGS 2021 и анонсируют ли вообще? Ну или быть может вы считаете, что Capcom просто обойдется показом DLC к Village и трейлером фильма Resident Evil «Добро пожаловать в Raccoon City». Такое тоже возможно, не будем исключать. Напоследок хотелось бы поделиться с вами срочной новостью о том, что в группе Resident Evil во ВКонтакте в данный момент проходит очень важное голосование, результаты которого будут отправлены напрямую к Capcom. И я призываю всех фанатов, посмотревших это видео, перейти по ссылке и проголосовать за вашу любимую игру серии. У нас действительно появился реальный шанс нанести свое мнение напрямую к разработчикам, поэтому отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Также добавлю, что ВК не позволяет ставить много вариантов ответа, поэтому выбор проходит только среди номерных частей франшизы, отметая всякие ответвления по типу вот Revelations. Ну и на этом у меня все. У микрофона был Spartan Rus. Если вам понравилось, подпишитесь, поставьте лайк, ведь такие большие по объему видео делать не так просто, как может показаться. Всем удачи, всем пока и помните, играйте только в лучшие.